I'm probably not going to go through all these. Я не успею за 20 минут I'll do it very, very quickly. Весь этот конспект пройти с вами. Just get a quick glimpse at it. Но мы основные принципы только быстренько. Then I want to give you a couple of samples of tools that we can use in helping people. И потом дам вам пару примеров и пару инструментов полезных. Okay. There's no blanks, so you can just kind of follow along. Там нету пропусков для записи, просто конспект, по которому можете следить. We've talked about loving. Итак, мы обсудили принципы любить. In other words, build a relationship. Или по-другому строить отношения. Knowing, знать, which means understanding them, not just on the surface, but more and more from the heart. То есть понимать человека не только поверхностно, но на уровне сердца его. And as we understand them, then we're able to speak into their lives and offer God's counsel. И как вы поняли, только после этого мы способны говорить человеку истину, давать ему наставление. But if we stop here, но если мы на этом остановимся только, we're not done. То мы еще не закончили, мы не достигли цели. So they're beginning to understand their sin, they're understanding what change looks like. Если человек начинает понимать свою проблему, грех свой, что должно измениться, but now they have to act on what they've heard, what you've discussed. Ему еще осталось применить это все, то есть в действии, на практике. The goal is change. Конечная цель – это практические изменения. How do you know which change is taking place? Итак, как же узнать, что изменения произошли все-таки? Jesus said in the Great Commission that we're to make disciples. В Великом поручении Иисус говорит нам воспитывать учеников. And part of that commission was teaching them to observe or fulfill God's command. И частью Великого поручения является призыв, уча их соблюдать все, что я научил вас. We do not profit from the word by simply hearing it, James says. Как говорит тоже Иаков, если мы только слушаем Слово, но не исполняем его, то нам нет никакой пользы. If I look at the word, если я заглянул в Слово, if I look into the mirror, в зеркало, посмотрелся в духовное, like, whoa, there's a lot of work there that needs to be done. И увидел, тут много над чем работать. And then I turn around, forget it. А потом повернулся и пошел, и забыл. James says, all I've done is deceive myself. Иаков говорит, я только обманываю сам себя при этом. I got it this morning. Я сегодня утром встал, looked at the mirror, посмотрел в зеркало, испугался. It looked pretty bad. Было ужасно. But you know what happened? Но знаете, что я потом сделал? My wife called me. I went. Меня жена позвала, я ушел. Everything was fine. И ничего страшного. I forgot. Я забыл. Am I really better off? Pardon? Am I really, truly better off? Исправился ли я? No. But I think I am. I'm deceived. Но если я... мне может казаться, что я стал лучше. The mustard is there, whether I see it or not. Обманывать, а горчица осталась, хотя я ее и не вижу. Get the point? Понимаете? So we have to help them act on what they have seen. То есть мы должны помочь людям применить на практике то, что они увидели, осознали. This is the point of the wise and the foolish man. В этом суть притчи о мудром и неразумном строителях. Both heard. Оба слышали слово учения. Both said, Amen, Amen. Оба говорили, и тот говорил, Аминь, Аминь. Oh, both took notes. Оба конспектировали. Most preachers would think they were in heaven and people took notes. Наверное, проповедники, когда видели таких усердных слушателей, чувствовали себя в раю. Все конспектируют. But what? There's only one thing that separated the wise man from the foolish
foolish И man. только одно отличало мудрого строителя от неразумного. One did, Один применял это в жизни, one did not. а другой не исполнял. And I would submit to you, in many of our churches, we have people who hear and think that by hearing, that's all they need to do. И я боюсь, что это действительно так, что очень часто многие люди в церкви думают, что то, что они послушали истину, этого достаточно. Это все, что от них требуется. I found this just in counseling my own people. Консультируя людей, я постоянно вижу эту проблему. They would come in with problems. Приходят ко мне люди с какой-то проблемой. They had a knowledge of the truth, but they never learned to act on that И truth. часто теоретическое знание истины у них было, но они никогда его не применяли в жизни. Part of my counsel, I gave assignments to them to practice what we had talked И about. поэтому важная часть моего душепопечения – это давать им домашнее задание по конкретному применению истины в жизни. And many of them did the homework, Многие выполняют домашнее задание. and they got excited about it. И потом приходят такие радостные, Excited in a way they'd never been before. у них появляется радость, которой никогда раньше не было. They used to get excited about learning something new. Раньше они радовались только о том, что узнавали какую-то новую информацию. Oh, that was really interesting. Ой, как интересно. And then they'd forget about it and then wait for something else to learn. Забыл об этом, потом что-то новое опять узнал. But not really experiencing significant change in their lives. Но не у многих реально жизнь меняется значительно. But when I gave them homework, Но когда даешь людям конкретные домашние I задания, said to them, and I would write it out and say, all right, I want you to do that. These steps. ты говоришь ему, записываешь или диктуешь, и он записывает, в течение недели сделай то-то, то-то, то-то. And when you come back to talk, Когда мы снова or встретимся, next session, the first thing I'll do is say, let's talk about мы what you did. начнем с того, что ты расскажешь, как ты выполнил домашнее задание. That'll be the first thing we talk about. Это будет первое при следующей встрече. So, do you intend to do this? Итак, ты Yes. будешь это выполнять? All right, then we will be talking about that and evaluating what you did. Хорошо, в следующий раз мы будем это обсуждать и оценивать, как ты применил. And I can tell you, many of them came back and said, this is so exciting, I've never done this before. Я вам свидетельствую, что многие люди потом приходят, такие удивленные, я никогда этого раньше не делал, это так здорово. See, the ultimate learning of the Word is not just in the knowing, it's in the doing of what you know. Потому что истинное познание – это не только информация, это применение слова, исполнение. Jesus said in John chapter 13, verse 17, if you know these things, you're happy when you do them. Иисус говорит в Иоанна 13:17, вы это знаете, блаженны вы, когда исполняете. Just quickly look at these. And they're in your notes, so I'm going to go through them really quickly. Итак, что дает подотчетность? Giving homework or accountability Подотчетность, вот эти вот, в смысле, например, домашние задания, gives them structure, a plan to carry out. дает человеку план, какую-то структуру, чтобы помогает ему планировать действия свои. It gives them guidance. Дает ему руководство, направление. Maybe they're working on something they've never done before. They need some help. Потому что это может быть практика чего-то, чего человек раньше никогда не делал. Ему нужно помочь и направить в это. And talking about that and laying out a plan helps them Если мы это с ним обсудим to apply the principles. и набросаем конкретный план, как воплощать в жизнь, это ему поможет делать практические шаги. Husband, we're talking about husbands loving their wives. Например, мы учим мужа проявлять любовь к жене. 1 Peter 3 says you're to know your wife. А в 1 Петра 3 главе упоминается, что нужно, как у нас написано, да, с 8 или 7 стих, обращаясь благоразумно, там такое слово, то есть с пониманием, нужно ее понимать, жену, понимать. And husbands many times didn't know their wives very well. И часто проблема в том, что муж не понимает свою жену.
They weren't growing in learning their wives. Не учится тому, чтобы понимать ее. So I give them homework. Поэтому я ему даю задание. I write out questions. Задаю ему вопросы, записываю. Даю конкретные вопросы. Sometimes basic questions, sometimes a little bit more involved questions. Иногда очень простые вопросы, иногда более сложные. What's your favorite flower? Например, ты должен знать, какой у нее любимый цветок. What's your favorite dessert? Дорогая, какой там ты десерт любишь больше всего? And you may already know that the point is helping them to think about their wives and learn so they can act on it. Почему там что угодно может быть? Суть в том, чтобы он учился думать о своей жене, старался понимать ее. The wives kind of like it. Женам это очень нравится. Husband's trying to understand me better. I like that. Мой муж пытается меня понять, проявляет интерес, мне это нравится. And then the husband would, oh, she likes flowers. Oh, she likes this kind of flower. I know Может what начать it is. впервые Women's задумываться, она любит вот это, она, например, такие цветы любит, я ей на 8 марта вот это подарю. So, we're just helping them to learn to apply the word. То есть мы им конкретно помогаем на практике применять слово. It provides assistance, particularly in difficult tasks. Подотчетность дает поддержку, особенно помощь в исполнении сложных задач. If you're going to tell somebody you need to ask so and so for forgiveness. Например, человеку нужно попросить у кого-то прощения. You better spend some time helping them understand what that involves. Может понадобиться обсудить с ним, как это конкретно должно произойти. And you better prepare them. What do you do if they say no, I won't forgive you? Подготовиться, например, что делать в случае, если тот человек скажет, нет, я не прощаю тебя. So you're helping them in the homework to put in practice successfully the doing of the word. То есть, готовя домашнее задание, вы помогаете ему достичь успеха в практическом применении. It also, you provide encouragement. Также домашнее задание дает человеку ободрение, ободряет. I had a depressed school teacher. Например, у меня был опекаемый школьный учитель, и у нее была депрессия. She had an issue in her life over which she became depressed. У нее была проблема, которая ее угнетала. And then she started just giving up on life. И как бы настолько угнетала, что она начала на все махать рукой, переставала выполнять свои обязанности в жизни. She stopped washing dishes. Перестала посуду мыть. She stopped doing laundry. Стирать. She stopped grading papers. Перестала проверять тетрадки по работе. She didn't even make her bed. Постель не заправляла. She looked like this. Вот так вот шла по жизни. She was so depressed. Настолько была в депрессии. I gave her her first assignment. Первое домашнее задание я ей дал. I said, I want you to make your bed 3 times this week. В течение этой недели я прошу тебя 3 раза заправить кровать. My assistant counselors looked at me and said, У меня был еще ассистент, консультант, ученик, стажер. Он так на меня смотрел. what kind of assignment is that? Что это за домашнее задание? I knew she was so depressed, anything would seem impossible to her. Я видел, что она настолько в депрессии, что любое задание для нее кажется невыполнимым. All I wanted her to do that week was take one step in the right direction. Поэтому я хотел, чтобы на этой неделе она сделала маленький шаг. And when she came in the next week, И когда она вернулась через неделю, her shoulders were a little bit higher. она немножечко разогнулась She уже. was starting to get a little bit of hope. У нее появилась маленькая надежда. I said, did you make your bed 3 times? Я спросил, ты Yep. заправила кровать 3 раза? And we stood up, and we high-fived, and we said, Slava Bogu, this is great. Праздновали это событие, я поздравлял ее, молодец, слава Богу. It wasn't everything, but it was a first Это step. еще было далеко не все, но это был первый шаг. And it was the beginning of some significant steps. Это было начало важного потом процесса дальше. It's an opportunity. Homework gives the opportunity to say, Молодец! Но таким образом домашнее задание
заданий можно использовать для вдохновления человека. It also helps prepare them for the cost of change. Также домашнее задание помогает предупредить человека о цене, которую придется платить. This is important because the Bible encourages personal responsibility. Это важно, потому что Библия поощряет личную подотчетность. And because the fact that we're still, even though we're saved, we still are under the effect of sin. И еще можно сказать, домашнее задание нужно, потому что мы все еще живем с остатками греховной природы. And we need accountability according to Hebrews. Поэтому мы все нуждаемся в той или иной мере подотчетности. It also lets us know if the person is sincere or not sincere. Также домашнее задание показывает нам, насколько человек искренен. If people refuse to do their homework, Если видишь, что он систематически не хочет выполнять it's usually задание, a sign that they're not really serious about change. это часто признак того, что он несерьезно относится к всему процессу. The great thing about homework is it helps them to experience change, not just when you're talking with them, but when they're at work or at home. Почему важно домашнее задание? Потому что перемены происходят не в кабинете душепопечителя, а в течение всей практической жизни целую неделю между встречами. And this is where they begin to get an experience, a taste of growing. Именно здесь человек испытывает вот эти реальные перемены. I don't have time to do the rest, but you can read in your notes some of the benefits of homework Я and не how it assists успеваю them. вам рассказать все по этой теме, но вы можете конспект дальше дочитать, какие еще благословения подотчетности и домашних заданий. I do want to give you a couple of things that give you some ideas about effective homework. И для примера, в помощь вам, хочу дать пару образцов, какие могут быть домашние задания, пару вариантов. Можете рассказать? The sheet I'm handing out is an outline of what Andre just talked about in his session on knowing. Вот этот листочек, который сейчас раздается, он связан с принципом, который излагал Андрей, узнать своего ближнего. This kind of homework has different uses, purposes. Цели домашних заданий могут быть очень разные. This homework I use Вот это домашнее задание. when a person has a problem, for example, with anger Я использую, например, когда у человека есть проблема с гневом or fear. или страхом. And we call this a journal of upsets. Мы иногда называем такой инструмент журнал, как бы это сказать, Does everybody have a copy? переживаний или журнал обид. Okay, there's some more. What this does, Что он дает? ask them when you have a time when you're upset about something. Если дадите опекаемому такой листочек, скажите ему. Write down the circumstance. Всякий раз, когда ты будешь гневаться или раздражаться или бояться, записывай, во-первых, обстоятельства. Write down your response. То есть, что происходит. Потом запиши, как ты реагируешь на эти обстоятельства. Stop and consider what was I thinking about when I responded that way. Вспомни, проанализируй. Подумай, как я отреагировал на эти обстоятельства. What was I wanting when I responded that way? Потом дальше, что я думал об этом и в конце концов, а чего я хотел, чего я пытался этим добиться. Can you see the value of that? Понимаете, в чем может быть польза? What this does is, it does two things. One, having them fill this out gives you more information to help them. Во-первых, это задание поможет вам больше узнать, понять этого человека. Usually, counseling fails because we don't understand the person and what's really going on. Часто душепопечение бывает неудачным по причине того, что мы не поняли человека хорошо. So when you give them this and they bring it back, it's like living with them. Если вы человеку дали такое, он заполнил и принес вам, то вы почитали, и вы как будто с ним
пережили, как будто вы были там рядом. It gives you clearer understanding about how you need to help them. Вам станет яснее, в какой вашей помощи он нуждается. And when they fill it out, they're having to look at themselves and say, wow, I always respond this way when I get home from work. С другой стороны, он сам, когда будет это заполнять, он вынужден думать и замечать, так вот как я реагирую каждый раз. Я не задумывался. When I get home, the kids are fighting. Я прихожу домой, дети там между собой ссорятся. And my wife says, here, take care of your kids. И жена говорит, вот твои дети, а ну воспитывай их. And then I get mad. И я тогда раздражаюсь. And I yell at the kids. Кричу на всех. And say, go to bed. И кричу, а ну шагом марш спать все. Papa, it's only 5 o'clock. Папа, только 5 часов еще. Go to bed anyway, without supper. Все равно, никакого ужина сегодня. And what were you thinking about? А почему, о чем ты думал при этом? I work hard. А я думал, я целый день тружусь. What were you wanting? I work hard and I'm tired. Да, я тружусь, я устаю. What were you wanting when you got home? И следующий пункт, а чего ты хотел при этом? Мир. И... Отдых. Покоя, отдыха. And when I don't get it, I get angry. А когда я этого не получаю, я тогда злюсь. See, that helps you to know how to help them. Это поможет вам понять, как помочь им. That shows them the idols of their hearts that they're worshiping instead of wanting to become like Jesus. И им самим это покажет собственные их идолы, чего они добиваются, вместо того, чтобы быть подобными Христу. And that's where they can begin to experience real heart change. И вот с этого начинается реальное изменение сердца. Is that clear? Понятно? Now we're out of time. Время наше истекло. There's one more thing I'm going to give as you leave. Я еще раз дам. А если с самим душепопечителем происходит то же самое, он имеет право решить душепопечителя? Или он должен параллельно учиться? Сейчас нельзя сказать Да, наверное, Юрий. Question and then we gotta go. What if the counselor experiences similar problems himself or herself? Does it mean that you have no right to serve others? Or can you do it like parallel? You're learning yourself? Well, yeah, we're all needing change. Но мы все еще в процессе находимся. You know what? When I'm counseling, когда я кого-то опекаю, and I'm helping people deal with their sin, помогаю кому-то бороться с грехом, I can't tell you the number of times the Holy Spirit intervened, and even as I'm talking to them, I'm convicted by my own words. Вы не представляете, как часто, говоря человеку правильные слова, Дух Святой обличает меня самого при этом. So there's two people repenting that day. Me Поэтому в этот день and the person I'm два working with. грешника каются. That's what's Я great и он. about counseling. It forces И you это здорово. Вот in working with people to face yourself. благословение That's wonderful. личного наставничества. Помогая другим, мы и себя учим при этом. No, we don't always like it. Нам не всегда это нравится. But God, that's how God works. Counseling is always a two-way ministry. Поэтому душепопечение всегда на двух, как минимум на двух направлениях. It forces us. Оно вынуждает нас работать прежде всего над собой. Спасибо. Это как утешение. It's a comfort. Yeah, it's a comfort. Now, I'm going to give you, I'm not going to explain this. Next time we come, I'm going to talk about this sheet. Я вот сейчас раздам этот инструмент, уже не успею его сейчас объяснить, но принесите его в следующий раз, я его прокомментирую. So, here's your homework. Это вам домашнее задание. Pick up one of these sheets. Возьмите один из этих листочков. Look at it. Посмотрите на него. Tell me why you think this is a valuable way to teach people to change.
И попробуйте сами понять и догадаться, и в следующий раз скажете, как вот этот инструмент может помочь в качестве домашнего задания опекаемому. This is a plan based on 2 Timothy 3:16. Он основан на тексте 2 Тимофею 3, 16-17. Look at it, and in February we'll come back and look at this and talk about it. Посмотрите, подумайте, а в феврале мы встретимся и обсудим. But I think when you look at it, you'll see right away. Я надеюсь, что вы поймете, глядя на него, вы поймете сразу, в чем его смысл. It's not my idea. Это не я придумал, It's Paul's idea. это апостол Павел. Actually, the Holy Spirit. Ну, точнее, Дух Святой придумал. All right. Thank you for your participation. А Харибана